Добро пожаловать на канал Астрология Мудрости, дорогие друзья. Задумывались ли вы, почему знак Дева вызывает у многих столь противоречивые эмоции? Их критикуют за мелочность, перфекционизм и холодность, но никто не говорит о том, как эти черты могут стать их величайшей силой. Почему знак Дева вызывает столько противоречий? Одни восхищаются их педантичностью и интеллектом, другие критикуют за мелочность и равнодушие. Сегодня мы погрузимся в мир астрологии и разберемся, почему дев часто недолюбливают. Вас ждут 25 причин ненависти к девам, честно, глубоко и без прикрас. В этом видео мы раскроем 25 причин, по которым люди могут ненавидеть дев. Но это только начало. Вместе мы разберем, как превратить каждую из этих причин из слабости в суперспособность. Вы узнаете, как древние кармические законы, энергия планет и простые практики помогут девам стать лучшей версией себя. Но не спешите с выводами. В этом ролике вы узнаете не только, за что их критикуют, но и как каждая из этих черт может стать силой и преимуществом. С помощью аффирмаций, визуализации и ритуалов мы разберем, как девы могут преодолеть свои слабости и раскрыть свой истинный потенциал. Оставайтесь с нами до конца, ведь в финале вас ждет мощные астрологические секреты, которые помогут девам преодолеть причины возможной ненависти к себе. Готовы перевернуть представление об этом удивительном знаке? Тогда поехали. Причина первая – излишняя критика со стороны дев. Девы известны своим острым взглядом на детали, что часто воспринимается окружающими как навязчивая критика. Даже если их замечания объективны, манера подачи вызывает напряжение. Люди могут чувствовать себя недооцененными или некомфортно, что приводит к обидам. Кармический совет: критика становится разрушительной, когда она лишена любви. Согласно закону кармы, все, что мы говорим, возвращается к нам. Чтобы избавиться от этой привычки, девам важно помнить, каждый человек уникален, и даже его несовершенства даны для опыта и роста. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я выражаю свои мысли с любовью и уважением. Моя критика становится вдохновением для других. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, как перед вами стоит близкий человек, на которого вы часто критически смотрите. Визуализируйте, как ваше сердце наполняется теплым золотистым светом, который направляется к этому человеку. Вокруг него создается защитный кокон из этого света, а вы говорите ему слова поддержки и одобрения. Смотрите, как его лицо озаряется благодарной улыбкой. Ритуал на избавление от источника этой причины: вечером зажгите зеленую свечу, символ гармонии и сердечной энергии. Напишите на листке бумаги 3 негативных высказывания, которые вы часто произносите. Затем на обратной стороне листа напишите 3 позитивных замены этим фразам. Подержите лист в руках, читая новые позитивные фразы вслух. Сожгите бумагу в пламени свечи, мысленно освобождаясь от старых привычек. Причина вторая – стремление дев к идеализму. Девы стремятся к идеалу во всем, что делают, но их жесткие стандарты могут казаться окружающим непосильным давлением. Это часто создает стресс для самих дев и тех, кто их окружает. Кармический совет: примите, что в мире нет ничего абсолютно совершенного. Законы кармы учат нас, что каждая ошибка – это часть пути, и она не препятствие, а урок. Поняв это, девы смогут перестать давить на себя и других. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я принимаю несовершенство мира. Каждый момент жизни прекрасен в своей уникальности. Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза и представьте себя в саду. Вы замечаете цветы разной формы и размера, некоторые распустились полностью, другие только начинают цвести. Вы понимаете, что каждый из них красив по-своему. Теперь представьте себя таким цветком, уникальным и гармоничным, несмотря на свои особенности. Ритуал на избавление от источника этой причины: найдите в доме любой предмет, который вы считали недостаточно хорошим и хотели заменить. Напишите на бумаге его уникальные качества и достоинства. Положите этот листок рядом с предметом, осознавая, как вы учитесь ценить несовершенство. Причина третья – замкнутость дев. Девы склонны скрывать свои мысли и чувства, что делает их загадочными и иногда недоступными для окружающих. Это может вызывать ощущение холодности и недоверия. Кармический совет: открытость – это дарение энергии.
Закон кармы говорит, чем больше вы делитесь своими мыслями и чувствами, тем больше любви и поддержки возвращается к вам. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я открыт для искреннего общения. Моя душа светит теплом и любовью. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте свое сердце как цветок лотоса, закрытый в данный момент. Медленно, лепесток за лепестком, лотос начинает раскрываться, источая мягкий свет. Этот свет соединяет вас с близкими людьми, которых вы видите перед собой, чувствуя взаимное тепло. Ритуал на избавление от источника этой причины: возьмите любой кристалл, например, розовый кварц. Перед сном подержите его в руках, говоря: я открываю свое сердце для мира. Положите кристалл под подушку и записывайте свои сны каждое утро. Это поможет вам понять, какие страхи мешают вашей открытости. Через мгновение продолжим, а пока я хотел бы предложить вам посетить бесплатный двухдневный мастер-класс по тайнам практической астрологии, который проводит известный астролог с 15-летним опытом работы. Ссылка на мастер-класс есть в описании к этому видео. Итак, продолжим погружение в изучение причин ненависти к знаку зодиака Дева. Причина четвертая – излишняя сосредоточенность дев на работе. Девы настолько увлечены делами, что часто забывают уделять время близким и отдыху. Это может создавать барьер в отношениях, вызывая у окружающих ощущение, что их не ценят. Кармический совет: баланс – основа гармонии. Закон кармы гласит: если вы вкладываетесь только в одну сферу жизни, другие начинают страдать. Уделяйте время радости и общению, чтобы жизнь была полной. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я с легкостью нахожу баланс между работой и отдыхом. Мое время приносит радость и мне, и окружающим. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя канатоходцем, который уверенно идет по натянутому канату. В одной руке у вас символ работы, например, папка с бумагами, а в другой символ отдыха, например, воздушный шар. Почувствуйте, как вы балансируете, находя гармонию между этими сторонами. Ритуал на избавление от источника этой причины: на листке бумаги напишите 3 дела, которые вы хотите сделать для себя и близких в ближайшую неделю. Зажгите свечу желтого цвета, цвет радости, и положите список рядом. Каждый день выполняйте хотя бы одно из этих дел, зажигая свечу, чтобы закрепить намерение. Причина пятая – склонность дев к скептицизму. Девы часто подвергают все сомнению, полагаясь на логику. Окружающим это может казаться негативом или недоверием. Кармический совет: вера – это ключ к принятию чудес. Закон кармы учит: когда мы доверяем Вселенной, она раскрывает перед нами новые горизонты. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я доверяю жизни и верю в ее удивительные возможности. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте ночное небо, полное звезд. Вы смотрите на звезду и загадываете желание, ощущая, как звездный свет наполняет вас доверием к жизни. Ритуал на избавление от источника этой причины: в ночь полнолуния зажгите белую свечу и поставьте рядом стакан воды. Скажите: я доверяю Вселенной и принимаю ее чудеса. Выпейте воду, представляя, как она наполняет вас энергией доверия. Причина шестая – недоверие дев к людям. Девы часто требуют доказательств и логичных объяснений, чтобы поверить кому-то. Это создает напряжение в отношениях, поскольку окружающим может не хватать их веры. Кармический совет: доверие – это сила, которая возвращается сторицей. Каждый раз, открываясь другому, вы учитесь доверять Вселенной. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я доверяю людям, и моя жизнь наполняется гармонией и любовью. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте человека, которому вы хотите доверять, стоящим перед вами. Ощутите, как из вашего сердца идет поток света, соединяющий вас. Почувствуйте, как этот свет становится мостиком доверия между вами. Ритуал на избавление от источника этой причины: напишите на бумаге: я доверяю людям, и Вселенная заботится обо мне. Положите этот листок под свечу и зажгите ее, мысленно представляя, как ваше доверие укрепляется. После того, как свеча догорит, сохраните листок в своем кошельке как талисман. Причина седьмая – медлительность дев в принятии решений. Девы славятся своим аналитическим умом, который помогает им избегать ошибок,
Но иногда этот же дар становится причиной медлительности. Они настолько погружаются в разбор деталей, что упускают момент для действия. Окружающие видят в этом нерешительность и начинают терять терпение. Кармический совет: учитесь видеть красоту импровизации. Согласно кармическим законам, слишком долгий анализ может замедлить поток энергии жизни. Важно доверять не только разуму, но и сердцу. Помните, что действие создает движение кармы, а застой — ее затухание. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я доверяю своей интуиции и принимаю решения легко и свободно. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что перед вами перекресток. Вы чувствуете легкий ветерок, который указывает нужное направление. Вы делаете шаг вперед, уверенно идя по выбранной дороге, и чувствуете, как с каждым шагом ваш выбор приносит гармонию и успех. Ритуал на избавление от источника этой причины: возьмите 2 листа бумаги и напишите на них 2 решения, которые вам нужно принять. Зажгите свечу, лучше зеленого или белого цвета. Подержите в руках оба листа, почувствуйте их энергию, затем положите их перед собой. Закройте глаза, вдохните глубоко и трижды произнесите: «Я принимаю свое решение с доверием ко Вселенной». В конце сожгите один из листов, символизируя завершенность выбора, а пепел развейте на ветру. Причина 8. Требовательность дев к окружающим. Высокие стандарты дев часто переносятся не только на самих себя, но и на других людей. Это создает давление, и многие начинают избегать дев из-за страха не оправдать их ожидания. Кармический совет: понимайте, что каждый человек проходит свой уникальный путь. Ваша требовательность может быть проявлением любви, но иногда она мешает людям расти самостоятельно. Освободите их от этого груза, и кармическая энергия начнет течь свободнее. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я принимаю людей такими, какие они есть, и позволяю им быть собой. Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза и представьте, как вы держите в руках прекрасный цветок. Этот цветок – символ человека, которого вы воспринимаете слишком критично. Наблюдайте, как он расцветает сам по себе, без вашего вмешательства, становясь все прекраснее. Ритуал на избавление от источника этой причины: положите перед собой 3 белых цветка. Напишите на бумаге качества, которые вас раздражают в людях. Зажгите свечу и прочитайте написанное вслух. Скажите: я отпускаю свои ожидания и позволяю людям быть свободными. Сожгите бумагу, а цветы оставьте в воде на 3 дня как символ очищения. Причина 9. Предсказуемость дев. Девы любят порядок и стабильность, что порой делает их слишком предсказуемыми. Окружающим может казаться, что жизнь дев скучна и лишена ярких моментов. Кармический совет: жизнь – это череда перемен и сюрпризов. Постарайтесь быть открытыми новым возможностям, чтобы энергия перемен принесла вам вдохновение. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я наслаждаюсь непредсказуемостью жизни и принимаю ее сюрпризы с радостью. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы идете по тропинке, и вдруг она неожиданно меняет направление. Вместо паники вы чувствуете легкое возбуждение и любопытство. Каждый шаг приводит вас к прекрасным новым открытиям. Ритуал на избавление от источника этой причины: на листе бумаги напишите свою обычную рутину. Выберите один день, чтобы сделать все наоборот или совсем по-другому. Утром зажгите свечу и скажите: я готов к переменам и новым эмоциям. В течение дня отмечайте новые впечатления и записывайте их в дневник. Причина 10. Склонность дев к пессимизму. Девы часто видят мир через призму проблем, что может выглядеть как пессимизм. Это мешает им наслаждаться настоящим моментом и отпугивает позитивных людей. Кармический совет: пессимизм блокирует приток светлой энергии. Важно учиться видеть свет даже в самых сложных ситуациях. Только так можно привлечь больше позитива в свою жизнь. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я вижу свет и радость в каждом моменте своей жизни. Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза и представьте, что вы находитесь в темной комнате. Вдруг появляется яркий луч света, который заливает все пространство, освещая каждый уголок. Вы чувствуете, как тьма исчезает, оставляя только тепло и радость. Ритуал на избавление от источника этой причины: зажгите яркую желтую свечу.
Возьмите зеркало и напишите на нем пальцем: «Свет есть во всем». Смотрите в свое отражение, повторяя аффирмации. В конце протрите зеркало, как бы освобождая себя от тьмы. Причина 11. Прямолинейность дев. Девы могут быть настолько честными, что окружающие воспринимают их слова как резкость или даже грубость. Это часто становится причиной недопонимания. Кармический совет: истина важна, но ее подача – ключ к гармонии. Учитесь говорить честно, но мягко. Это откроет больше сердец и облегчит ваше общение. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я выражаю свою правду с любовью и добротой». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что ваши слова – это теплые лучи света, которые окутывают человека. Они не обжигают, а согревают, даря чувство безопасности и понимания. Ритуал на избавление от источника этой причины: зажгите синюю свечу, символизирующую общение. Произнесите над свечой: «Мои слова несут мир и гармонию». На листе напишите фразы, которые вы хотите произнести с любовью. Прочитайте их вслух, чувствуя их силу. Причина 12. Склонность дев к одиночеству. Девы могут изолироваться от людей, чувствуя себя комфортнее наедине с собой. Это часто вызывает непонимание у окружающих, которые видят в этом холодность. Кармический совет: одиночество полезно для размышлений, но помните, что обмен энергиями с другими людьми наполняет вашу жизнь красками. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я открываюсь для общения и делюсь своей энергией с миром». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы стоите у моря. Каждая волна – это человек, который приносит вам новую энергию. Вы чувствуете, как ваши силы увеличиваются с каждым приливом. Ритуал на избавление от источника этой причины: возьмите прозрачный сосуд с водой, зажгите белую свечу, поставив ее рядом. Скажите: «Я впускаю в свою жизнь людей, которые несут радость и свет». Воду после ритуала используйте для умывания, представляя, как она смывает вашу изоляцию. Причина 13. Застенчивость дев. Девы часто воспринимаются как излишне скромные и тихие личности. Они не любят быть в центре внимания, опасаясь, что их могут неправильно понять или осудить. Это создает впечатление, будто они избегают открытого общения или не хотят делиться своими чувствами. Их застенчивость может раздражать тех, кто ждет более активного участия в диалоге или инициативы. Кармический совет: застенчивость дев связана с кармическим уроком: учиться проявлять себя без страха быть непонятым. Это может быть результатом опыта прошлых воплощений, где дева сталкивалась с критикой или отвержением. Задача – признать уникальность своей души и развивать уверенность в собственных действиях. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я с легкостью и радостью делюсь своими мыслями и чувствами, ведь мир принимает меня таким, какой я есть». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы стоите на берегу океана. С каждым вдохом в вас вливается сила воды, уверенность и свобода. Почувствуйте, как волну застенчивости уносит вглубь океана, а на ее месте появляется сияющая энергия открытости. Ритуал на избавление от источника этой причины: зажгите голубую свечу, символизирующую горловую чакру и выражение себя. Напишите на листе бумаги все страхи, связанные с выражением своих мыслей и чувств. Сожгите бумагу в пламени свечи, представляя, как огонь трансформирует ваш страх в уверенность. Оставьте свечу гореть 10 минут, сосредотачиваясь на аффирмации. Причина 14. Потребность дев все контролировать. Девы стремятся держать под контролем все, что их окружает. Это продиктовано страхом хаоса и стремлением к безопасности. Однако чрезмерный контроль часто вызывает напряжение у окружающих, а самой деве приносит чувство тревоги и эмоционального выгорания. Кармический совет: контроль – это урок доверия Вселенной. Девам важно понять, что не все зависит только от них. Доверие к потоку жизни – ключ к гармонии. Нужно осознать, что отказ от контроля не означает слабость, а лишь позволяет Вселенной помочь. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я отпускаю контроль и доверяю Вселенной. Все происходит для моего наивысшего блага». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что в ваших руках шар света, символизирующий все ваши заботы.
Представьте, как вы передаете этот шар в руки вселенской энергии, которая заботливо принимает его, наполняя вас чувством облегчения и спокойствия. Ритуал на избавление от источника этой причины. В полнолуние зажгите белую свечу. Возьмите камень или кристалл, например, кварц, который станет символом вашего контроля. Подержите его в руках, мысленно проговаривая аффирмации. Затем оставьте камень под светом луны на ночь, визуализируя, как он поглощает вашу потребность контролировать. Утром положите его в угол дома или на рабочий стол как талисман гармонии. Причина 15. Излишняя серьезность дев. Девы могут быть слишком сосредоточенными на делах и обязанностях, что создает впечатление, будто они не умеют наслаждаться жизнью. Их серьезность может вызывать напряжение в общении с теми, кто предпочитает легкость и спонтанность. Кармический совет. Серьезность – это результат кармического страха ошибиться. Девам важно научиться видеть радость в мелочах и ценить моменты простого счастья. Это открывает дорогу к внутреннему равновесию. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я наслаждаюсь каждым моментом жизни». Я открываю в себе источник легкости и радости. Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза и представьте, что вы находитесь на солнечной поляне, где играет ветерок. Почувствуйте легкость вокруг, представьте, как каждая ваша мысль становится пушинкой, которая растворяется в воздухе. Вы становитесь частью этого беззаботного мира. Ритуал на избавление от источника этой причины. Найдите разноцветные ленты или шарики, символизирующие радость. Погуляйте с ними на природе, представляя, как вся тяжесть уходит с вашим выдохом. Затем привяжите их к дереву, мысленно отпуская серьезность. Причина 16. Консервативность дев. Девы часто боятся перемен, предпочитая проверенные пути. Они избегают новых идей или подходов, опасаясь потерять стабильность. Это может раздражать окружающих, особенно тех, кто открыт экспериментам. Кармический совет. Консервативность связана с кармическим уроком адаптации. Девам важно осознать, что перемены – это не разрушение, а рост и обновление. Они помогают двигаться вперед и расширять горизонты. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я с легкостью принимаю перемены, ведь они открывают передо мной новые возможности». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы стоите у порога нового дома. За дверью мир, полный возможностей и света. Вы открываете дверь и чувствуете, как радость от изменений наполняет вас энергией. Ритуал на избавление от источника этой причины. Возьмите лист бумаги и напишите 5 перемен, которые вы хотели бы видеть в своей жизни. Сверните его, перевяжите красной нитью, символ энергии Марса для активных действий, и положите под подушку. Просыпаясь, проговаривайте: «Я открываюсь новым путям». Причина 17. Нетерпимость дев к лени. Девы ценят трудолюбие и активность, поэтому ленивые или медлительные люди могут вызывать у них раздражение. Их нетерпимость может перерастать в конфликты, особенно если девы не видят в окружающих той же отдачи, которую демонстрирует сама. Кармический совет. Нетерпимость к лени связана с кармическим уроком принятия разных ритмов жизни. Девам важно понять, что каждый человек имеет право на отдых и восстановление. Урок – это развитие сострадания. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я принимаю ритм других людей и сохраняю гармонию внутри себя». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы вдыхаете свет, который наполняет вас терпением и спокойствием. При выдохе представьте, как раздражение уходит, превращаясь в свет. Вы чувствуете внутренний мир и гармонию. Ритуал на избавление от источника этой причины. На закате зажгите зеленую свечу, символ гармонии и принятия. Поставьте перед собой чашу с водой. С каждым вдохом представляйте, как свеча символизирует вашу нетерпимость. Затем опустите свечу в воду, мысленно проговаривая аффирмации. Смотрите, как огонь гаснет, унося с собой раздражение. Причина 18. Сложности дев в прощении. Девы часто долго помнят обиды, что приводит к эмоциональному напряжению и замкнутости. Их неспособность прощать иногда воспринимается как жесткость и злопамятность. Кармический совет. Прощение – это кармическая практика освобождения. Девам нужно понять, что держаться за обиды значит ранить самих себя.
Только прощая, они могут обрести внутренний покой. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я освобождаюсь от обид и наполняю свое сердце светом любви. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что ваше сердце – это светящийся шар, наполненный любовью. Из него тянется поток света, который окружает того, кого вы хотите простить. Почувствуйте, как обиды растворяются в этом потоке. Ритуал на избавление от источника этой причины: напишите письмо человеку, которого хотите простить, выражая все свои чувства. Затем разорвите письмо на мелкие кусочки, представляя, как обиды исчезают. Положите кусочки в воду с солью и оставьте на ночь. Утром воду вылейте, проговаривая: я отпускаю и обретаю мир. Причина 19. Склонность дев к самокритике. Девы – мастера самокопания. Они порой так сурово судят себя за малейшие ошибки, что могут загнать себя в эмоциональный тупик. Им кажется, что их успехи недостаточно велики, а ошибки слишком значимы. Эта непримиримость к себе порождает внутренние конфликты и мешает наслаждаться жизнью. Кармический совет: согласно закону зеркала, все, что мы критикуем в себе, мы подсознательно переносим на других. Чтобы избавиться от этого, девам нужно научиться видеть свои ошибки не как провалы, а как уроки, которые обогащают их путь. Задача дев – принять себя как несовершенное, но прекрасное создание. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я принимаю себя таким, какой я есть. Мои ошибки – это мои учителя, а мой опыт – это моя сила. Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза и представьте свое отражение в большом зеркале. Оно слегка размыто, словно покрыто пылью. Представьте, как вы мягкой тканью очищаете зеркало слой за слоем. Постепенно отражение становится четким, сияющим. Вы видите себя уверенного, счастливого, наполненного светом. Ритуал на избавление от источника этой причины: возьмите лист бумаги и напишите на нем все свои страхи, сомнения и самокритичные мысли. Затем сожгите этот лист в безопасной емкости, представляя, как огонь превращает ваши негативные убеждения в свет и тепло. После этого зажгите свечу и произнесите: я прощаю себя и принимаю себя полностью. Причина 20. Боязнь ошибок. Девы боятся провалиться, поэтому часто откладывают начинания. Этот страх может парализовать их и мешать двигаться вперед. Перфекционизм заставляет их ждать идеального момента, который может никогда не наступить. Кармический совет: закон перемен напоминает, что без ошибок невозможно достичь роста. Каждая ошибка – это шаг к новому этапу. Девам нужно осознать, что действие важнее идеального результата. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я позволяю себе ошибаться и учусь с каждым шагом. Мой путь – это мой успех. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя идущим по мосту, построенному из маленьких кирпичей. На каждом кирпиче написано слово «ошибка». Почувствуйте, как этот мост поддерживает вас, как он прочен и надежен. В конце моста вы видите яркий свет, символ вашего успеха. Ритуал на избавление от источника этой причины: выберите любое действие, которое давно откладывали. Например, напишите кому-то письмо или начните новое хобби. Делайте это в день растущей луны, чтобы энергии роста поддержали вас. Перед началом зажгите благовоние или свечу, произнеся: я начинаю свой путь с доверием к себе и миру. Причина 21. Склонность дев анализировать чувства. Девы часто подвергают свои эмоции излишнему анализу, что лишает их спонтанности и природной эмоциональной силы. Им бывает сложно просто проживать чувства, а не разбирать их на части. Кармический совет: закон принятия учит, что эмоции нужно переживать, а не подавлять. Девам нужно позволить себе быть живыми и искренними. Это приведет к глубокой внутренней гармонии. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я доверяю своим чувствам. Мои эмоции – это ключ к моему счастью. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы стоите у берега моря. Каждая волна – это эмоция, приходящая и уходящая. Позвольте волнам омывать вас, ощущайте их силу, но не держите их. Просто наблюдайте, как одна волна сменяет другую. Ритуал на избавление от источника этой причины: на закате найдите тихое место, где вас никто не потревожит. Закройте глаза и мысленно пройдите через все эмоции, которые вы чувствовали за день.
Для каждой эмоции представьте цвет. Затем, визуализируя их, представьте, как закатное солнце забирает их, очищая ваше сердце. Причина 22. Сложность для дев в доверии к интуиции. Девы настолько привыкли полагаться на разум, что порой игнорируют интуицию. Это мешает им быстро принимать решения и чувствовать синхронность с потоком жизни. Кармический совет. Интуиция – это голос нашей души, связанный с высшими планами. Закон синхронности говорит, что, доверяя своему внутреннему голосу, мы открываем двери к новым возможностям. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я доверяю своей интуиции. Она ведет меня по пути к моему благополучию». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте светящийся шар в области вашей груди, это ваша интуиция. Почувствуйте, как он пульсирует, становясь все ярче и теплее. Затем представьте, как этот шар соединяется с потоком звездной энергии, усиливая ваш внутренний свет. Ритуал на избавление от источника этой причины. Вечером, когда Луна находится в своей полной фазе, найдите участок звездного неба. Смотрите на него, медитируя на свет звезд, который напоминает о вашей связи с Вселенной. Повторите трижды: «Я слышу свой внутренний голос и следую за ним». Причина 23. Потребность дев быть всегда правой. Девы ценят знания и часто убеждены в своей правоте. Это может отталкивать окружающих, создавая конфликты и ощущение, что с ними невозможно договориться. Кармический совет. Согласно закону гармонии, важно не только быть правым, но и создавать мир вокруг. Девам нужно научиться слышать чужую точку зрения и воспринимать ее как ценный вклад в общую картину. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я принимаю мнение других». Мудрость приходит из диалога, а не из споров. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы сидите за круглым столом с другими людьми. Каждый участник кладет на стол свое знание в виде яркого камня. В итоге на столе возникает красивая мозаика, где каждый камень важен. Ритуал на избавление от источника этой причины. В любой конфликтной ситуации напишите на листе бумаги: «Моя цель – гармония и взаимопонимание». Затем сложите листок вчетверо и положите под свечу зеленого цвета, символ гармонии. Зажгите свечу и визуализируйте, как свет успокаивает вас и вашего собеседника. Причина 24. Нежелание дев принимать помощь. Девы стремятся все делать сами, не доверяя другим. Им сложно просить о помощи, что приводит к эмоциональному выгоранию и чувству одиночества. Кармический совет. Закон единства напоминает, что мы все связаны. Принимая помощь, мы открываем энергию любви и поддержки. Девам нужно видеть в принятии помощи силу, а не слабость. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я с благодарностью принимаю помощь Вселенной и окружающих». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы стоите под дождем из золотых капель. Каждая капля – это помощь и поддержка, которую вы принимаете с радостью. Ощутите, как этот поток энергии наполняет вас. Ритуал на избавление от источника этой причины. Возьмите сосуд с водой и шепотом произнесите над ним: «Как эта вода наполняет сосуд, так и я наполняюсь энергией помощи и поддержки». Выпейте воду, ощущая принятие энергии в каждой капле. Причина 25. Неумение дев расслабляться. Девы часто живут в напряжении, постоянно думая о своих обязанностях. Это приводит к хронической усталости и отсутствию радости в жизни. Кармический совет. Закон баланса говорит, что только чередуя работу и отдых, можно сохранить энергию. Девам нужно учиться отпускать дела и позволять себе отдыхать. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я заслуживаю отдых. Мой покой – это источник моей силы». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя лежащим на мягкой траве в солнечном лугу. Вы чувствуете тепло солнца и слышите пение птиц. Ваше тело расслаблено, каждая клеточка наполняется светом и покоем. Ритуал на избавление от источника этой причины: приготовьте теплую ванну с морской солью и эфирным маслом лаванда. Зажгите свечи, поставьте их вокруг. Лежа в воде, повторяйте: «Я отпускаю напряжение и впускаю покой». Позвольте воде смыть усталость и стресс. Что делать девам, чтобы убрать причины своих возможных, явных и неявных недостатков, из-за которых их могут недолюбливать, а иногда и ненавидеть? Итак,
Рассмотрим возможные способы решения этих вопросов. Способ первый – гармонизация с движением Меркурия. Меркурий – управитель Дев, и его энергия сильно влияет на их мысли, коммуникацию и восприятие. В периоды ретроградного Меркурия Девам рекомендуется замедляться, пересматривать свои планы, завершать начатые дела, избегать спонтанных решений. Во время директного движения, наоборот, активно работать над новыми проектами, общаться и обучаться. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я синхронизируюсь с энергией Меркурия. Его мудрость помогает мне принимать верные решения. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, как вокруг вас светится поток голубого света, это энергия Меркурия. Она очищает ваши мысли и помогает вам находить ясность. Почувствуйте, как этот свет гармонизирует вашу речь и дарит уверенность. Способ второй – подключение силы стихии Земли. Дева – земной знак, а это значит, что для внутреннего равновесия ей необходимо укреплять связь с природой. Практики заземления помогут снять излишнее напряжение и избавиться от тревожности. Ходите босиком по траве, обнимайте деревья, проводите время на свежем воздухе. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я одно целое с землей. Ее сила питает меня и наполняет спокойствием. Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза и представьте, как из ваших ступней в землю уходят корни. Эти корни проникают глубоко в почву, соединяясь с сердцем планеты. Почувствуйте, как энергия Земли поднимается вверх, заполняя вас теплом и стабильностью. Способ третий – использование тотемного животного. Тотем Девы – сова, символ мудрости и интуиции. Связь с этим животным помогает Девам глубже понимать себя, учиться слушать свою интуицию и находить ответы на важные вопросы. Чтобы активировать связь, используйте изображение совы в декоре или аксессуарах, медитируйте, представляя это животное рядом с собой. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: мудрость совы направляет меня. Я слушаю свой внутренний голос и доверяю ему. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы сидите на вершине горы в окружении ночного неба. На вашу руку прилетает белая сова. Ее глаза полны света и знаний. Она передает вам силу видеть истину, даже если она скрыта. Способ четвертый – работа с кармическими законами. Закон зеркала напоминает, что мы притягиваем то, что носим внутри. Девам нужно учиться менять свои мысли и чувства, чтобы окружающий мир тоже трансформировался. Начинайте день с благодарности и завершайте его анализом позитивных моментов. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: мир отражает мое внутреннее состояние. Я выбираю видеть красоту и гармонию вокруг. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы стоите перед зеркалом. Вначале в нем вы видите свои страхи и сомнения, но постепенно зеркало заполняется светом, и вы видите свое идеальное, счастливое отражение. Способ пятый – активация силы нумерологии. Число Девы – 5. Оно символизирует изменения, гибкость и адаптацию. Используйте это число в своей жизни, проводите ритуалы 5 числа каждого месяца, носите украшения с 5 элементами, выполняйте 5 шагов на пути к своей цели. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: сила числа 5 помогает мне расти, меняться и двигаться вперед. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, как перед вами появляется сияющая пятерка. Она превращается в лестницу, ведущую вверх. С каждым шагом вы чувствуете себя увереннее, а жизнь вокруг становится светлее. Способ шестой – использование лечебных камней. Камни Девы – лазурит, цитрин и сердолик. Лазурит помогает сосредоточиться и развивать интуицию. Цитрин наполняет энергией и позитивом, сердолик убирает страхи. Носите их как украшение или используйте для медитаций. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: энергия камней наполняет меня уверенностью и спокойствием. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, как вы держите в руках камень. Он начинает светиться, излучая энергию. Вы ощущаете, как этот свет входит в ваше тело, очищая и наполняя силой. Способ седьмой – поддержка цвета Девы. Цвета Девы – зеленый и коричневый, символизирующие стабильность и рост. Используйте их в одежде, интерьере и при выборе аксессуаров.
Зеленый цвет помогает найти баланс, а коричневый – заземлиться и обрести уверенность. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я окружен цветами гармонии и силы. Они поддерживают меня на моем пути. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы идете по зеленому полю, а вдали виднеется надежная коричневая скала. Вы ощущаете, как эти цвета гармонизируют ваше внутреннее состояние. Способ 8. Планирование с лунными фазами. Растущая луна – время для начинаний, убывающая – для завершений. Полная луна усиливает энергию, новолуние – момент для мечтаний. Следите за лунным календарем и синхронизируйте свои дела с ритмами луны. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: лунный свет направляет меня. Я синхронизируюсь с ее ритмами и обретаю гармонию. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, как вы стоите под яркой полной луной. Ее свет омывает вас, наполняя уверенностью и энергией для новых начинаний. Способ 9. Духовное очищение через медитацию. Медитация помогает девам очищать разум от излишних мыслей и развивать внутренний покой. Медитируйте утром или вечером, используя мантры или звуки природы. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я очищаю свой разум. Спокойствие и ясность – мой естественный дар. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, как внутри вас загорается яркая звезда. Она становится больше, наполняя вас светом. Весь ненужный шум растворяется в этом свете, оставляя только покой. Способ 10. Сила рутины и дисциплины. Девы чувствуют себя лучше, когда у них есть четкий распорядок. Создайте ежедневные ритуалы: утренние аффирмации, вечерние благодарности, прогулки на природе. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: моя рутина помогает мне быть сильным и уравновешенным. Я управляю своей жизнью. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, как ваше расписание становится золотой нитью, которая плетет вокруг вас защитный кокон. Этот кокон помогает вам оставаться в гармонии и сосредоточенности. Способ 11. Применение силы символов девы. Символ девы – колосок, символизирующий урожай и плодотворность. Этот знак напоминает о важности пожинать плоды своих усилий. Держите изображение колоса на рабочем столе или в месте, где вы проводите свои медитации. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: моя работа приносит плоды. Я с благодарностью принимаю все дары жизни. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, как вы держите золотой колосок. Его зерна падают на землю, превращаясь в поле, полное изобилия. Способ 12. Подключение к звездным потокам. Девам важно ощущать связь с космосом. Во время ясной ночи смотрите на звезды, представляя, что каждая из них – это частица вашей энергии, направляющая вас на вашем пути. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я часть Вселенной. Ее мудрость направляет меня и дарит мне силы. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что звезды образуют над вами арку из света. Этот свет спускается, окружая вас. Вы чувствуете, как Вселенная обнимает вас, наполняя уверенностью и мудростью. Итак, мы с вами прошли удивительное путешествие по миру знака Девы, от 25 причин, вызывающих раздражение, а порой даже и ненависть, до глубокого осознания того, как эти черты можно превратить в достоинство. Мы узнали, как использовать кармические законы, астрологические энергии тотемных животных, камни и цвета для гармонизации своей жизни. Но самое главное, мы увидели, что ни один недостаток не является приговором. Все, что нужно девам, это осознание, намерение и действие. Если вы, дева, или близко общаетесь с представителями этого знака, теперь у вас есть мощный инструмент для понимания и улучшения. Помните, дева – это не только критик и перфекционист, но и мудрый наставник, целитель и мастер порядка. Этих качеств в современном мире не хватает, и девы способны вдохновлять окружающих своей уникальной энергией. Если вам понравился этот разбор, поддержите нас лайком и подпиской на наш канал «Астрология мудрости». Это мотивирует нас создавать еще больше контента, который помогает вам развиваться и лучше понимать себя. Напишите в комментариях, какой момент в этом ролике стал для вас откровением. А если мы наберем 6000 лайков, то выпустим новое видео,
о том, как девам стать максимально успешными, используя свою природную силу и мудрость. Звезды всегда готовы открыть свои секреты для тех, кто готов их слушать. Спасибо, что были с нами, и до встречи в новых выпусках. Продолжение следует.